Сегодня у нас эксперимент. Что было бы, если бы у немцев были все основные нужные ресурсы? Посмотрите просто на Берлин, 2400 каждого вида ресурсов. На деле-то я сделал им по 1000, это просто из-за модификаторов инфраструктуры и снабжения стало почти 2500 ресурсов каждого вида. На всякий случай я еще им прописал 5-е ПВО в столице, а то я знаю, что Ишка в авиации не очень-то силен. И в итоге мы посмотрим сегодня, что сможет добиться такая Германия, не имея никаких проблем с ресурсами. Ибо полное самообеспечение, автаркия достигнута, еще до выполнения фокусов на эту самую автаркию. Естественно, я сейчас уйду просто в обзор партии, сам управлять немцами не буду. Посмотрим именно, как они сыграют при таком раскладе. Считайте, у них все фокусы прям сразу же доступны, и автаркию они могут хоть сейчас прописать и избавиться от векселей. Сделают ли они это или же нет, и как они себя поведут вообще во всех будущих конфликтах, в этом ролике с вами вместе посмотрим. Если у вас есть интересная идея, а за какие еще страны можно реализовать что-то подобное, прописать там укрепы, ресурсы или еще какую-то интересную ситуацию, то пишите в комментах. Интересные идеи постараюсь реализовать. Ну а сейчас усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чайку и погнали. Будем смотреть, что тут сотворит немец при таком интересном раскладе. Считайте, ему не надо строить нефтепереработку, ему не надо закупаться никакими ресурсами, у него просто все со старта есть. Вот это, наверное, Гитлер офигел, когда все ресурсы прям со старта получил. Самое первое, конечно, что здесь сразу же бросается в глаза, это 23 фабрики от торговли. А вот это неплохо так, немецкая промышленность прям со старта получает буст. Конечно, немец прям сразу же со старта застраивается военками, а не делают упор на гражданку, учитывая, что ему можно было бы сначала гражданку развить, а потом уходить в военку. Но скрипты, прописанные как раз таки в коде страны, не позволяют ему идти иначе, даже в такой интересной ситуации. Наконец, 1936 года у немцев 93 фабрики, он активно в гражданку сейчас уходит, от торговли уже всего 6 фабрик, а не 20 с лишним. И меня, знаете, что порадовало? Что он активно занимается закупками. Здесь пехотку покупают у Венгрии, а артиллерию продает Швеция. Притом, видите, на рынок выставила ПВО еще, и грузовики, и конвои, чтобы еще больше ускорить застройку своих фабрик. Ой, кстати, вопрос. А почему у немцев автоматически вот эти два фокуса пропустились? Как только он взял сейчас сжижение угля, у него вот эти два фокуса автоматически выполнились. Я не помню, когда я играл сам, вроде бы такого не было. Неужели это из-за того, что уже и так ресурсы есть? Но вообще не должно было быть. За такие игры подскажите, благодаря чему немец может сохранить 70 дней и не тратить время на вот эти вот два фокуса. А нет, даже захват, смотри-ка, иностранных промышленных предприятий тоже пропущен. То есть все, они могут уже автаркию прямо сейчас прожимать, в июле 1937 года. Вот это, конечно, весело. У немцев буквально один шаг до полного избавления от векселей, которые на самом деле пока еще у них не такие страшные, но уже, смотри-ка, 40 с лишним процентов фабрик съедают. А здесь они могут заменить все это дело и больше не тратить фабрики. Кроме того, сама автаркия станет еще лучше. И меня радует, что немец, видимо, недоволен таким количеством ресурсов, он берет технологию на добычу. Кроме того, взял технологию на дополнительный прирост от нефти горючего, да и даже прокачку нефтепереработки. Хотя вроде бы куда ему это, учитывая, что у него от нефти чисто 158 тысяч ежедневный прирост. А знаете ли, мощно. А уж количество ресурсов, учитывая, что еще и дополнительные модификаторы теперь от добычи действуют. Ух. Мне кажется, со всего мира даже будет сложно столько собрать, если весь мир объединить. По нефти, наверное, можно достичь, а вот чтобы по всем остальным столько было. Кстати, а кто-нибудь из вас такое делал? Интересовался ли, сколько будет ресурсов во всем мире со старта, если объединить прям весь мир? Даже что-то как-то на секундочку интересно стало. Сколько тут пароходы прописали ресурсов. Ну а немцы у нас на конец 1937 года 120 фабрик имеют, 70 обычных, почти 50 военных и 10 верфей. Ну а торговля число, да, 6, 5, 8 иногда. Понемножечку, но хоть получают плюсы. Но, конечно, да, вот это меня сейчас разочаровало. Немец на полном серьезе начинает строить нефтеперерабатывающие заводы. Знаете, как это глупо выглядит, когда у тебя есть куча резины, куча нефти. Но из-за того, что в твоем коде прописана только их постройка, нет никаких дополнительных условий, что если у тебя достаток ресурсов, то ты их не строишь,
Выходит вот это вот, немец на полном серьезе строит нефтепереработку. Не, ну, я думаю, это гениально. Попытайтесь как-нибудь в комментах, конечно, оправдать, зачем Германии своя нефтепереработка. Может быть, мало нефти, мало резины, не знаю, но они почему-то пытаются это сделать. Ладно, это Ишка, это Германия и прописанные скриптовые страны. Что поделать? Зато, знаете, зацените производство, кстати, немцев в авиации. И штурмовики, и корпусы среднего самолета, и тяжелые истребители, и самолеты-разведчики, и корпусы маленького самолета, и транспортные. У него на авиацию это 25 заводов стоит. Вот это немец, конечно, молодец. Небо хочет прикрыть, плюс еще ВДВ исследует. Правда, тут есть одна проблема. Искусственный интеллект ВДВ-то не использует, поэтому зачем он исследовал ВДВ? Вопрос, конечно, хороший. Я могу ошибаться, но вроде как в игре сделано так, что искусственный интеллект ВДВшников не бросает. Он может их использовать в обычном бою, но прям вот высадку ВДВ тебе он не делает. Может быть, это в новых обновах изменили, но вроде бы не трогали. Тут дайте знать уж сами. Я-то в последнее время не следил, мало ли этот момент упустил, потому что он реально нанимает ВДВшников, видимо, в надежде на то, что ими хорошо так захватят Францию через капитуляцию сразу же в Париж. И на декабрь 1938 года у немцев 172 промышленность. 98 фабрик, 72 военных завода и 10 верфей. Торговля плюс 8 приносят, 5 ячеек вон исследования уже, бронепоезда идут активно. Упор чисто на военки, немножко дороги улучшаются. Но самое приятное, конечно, просто ресурсы с таким количеством запасов у них имеются, что никаких проблем. Но авторки они пока не берут, у них скриптово другие фокусы исторические, поэтому отвлекаться туда пока что не могут. Но понадеемся, что во время конфликта активного у них будет время, и они все-таки это сделают. Тут интересный момент заметил. В мае 1939-го, после того, как немцы договорились с советами, японцы решили закрыть доступ к рынку. Немножко так отношения накалились. И перед конфликтом, перед битвой за Данциг, немец имеет 206 фабрик. 112 обычных строительных, 95 военных и 10 верфей. В том числе 11 еще от торговли у него добавляется. И вот такой вот у него застроечка. По ресурсам, понятное дело, что все прекрасно. И да, я же еще со старта на этом не остановился. Я им дал еще и радарку на 6 уровень. Это потому что позволяет лучше с авиацией бороться, информацию дополнительную дает. Как раз таки в надежде на то, что враг сильные ресурсы ему не повредит. Ну и все, начинается конфликт. Здесь все достаточно стандартно, так как никакого усиления армии немец не получал, или лишь больше ресурсов. Поэтому спокойный прорыв к Варшаве, что со своих территорий, что с территории вот Словакии, кстати, смотри, как уверенно вдарил. И дерется он вроде как обычной пехотой. Смотрите-ка, 9 касок и арта. Тут саперка, артиллерия, но, правда, ПВОшечку добавил. Это он прям на будущее готовится. Ой, смотрите-ка, что? Серьезно, 1 к 4, 3 вообще потеря. Нормально, нормально так. А немец неплохо вражескую авиацию носит, особенно вот тут вот. Она потихонечку теряет. И за как раз-таки 5 уровня, учитывая, что он больше нигде, да, не строил ПВОшки, да, только в этом регионе, вражеская авиация здесь страдает. Ну и все, смотрите, переводит сюда. 1, 2, к 15, к 20. А немецкая авиация прям без проблем союзную выбивает. Притом активно на французских территориях уже действует. Немножко даже разведочку он в Англии делает. Ну и сейчас постепенно подготавливает базу для будущего вторжения через Бенилюкс. Заодно уже вон высадочку нарисовал. Ну и на воде, естественно, в своих этих стартовых регионах преимущество держит. И вообще он мог бы даже за Северное море пободаться и высадиться. Но скрипты такое, опять же, не позволяют. Так, высадочка готова. Начинается поход на Данию, на Норвегию сразу же. В обход линии Мажино идет. Ну и немец уверенно, в принципе, по истории все воплощает. Сразу смотри, какая хорошая высадочка. Осло занимает. Соседние территории тоже. Ну и тут сопротивление немецкой армии вряд ли кто-то сможет оказать. Проедутся как нож по маслу. И больше меня радует, что да, авиацию они пока сохраняют. Но знаете, вот именно на французской территории они большие потери несли. Особенно из-за ПВО противника. И это явно им идет в минус. Но при всем при этом все, обход Мажино начался, Люксембург уже капитулирует. Сейчас они сначала с Нидерландами, видимо, хотят разобраться, и только потом уже пойти на Бельгию. Даже, смотри, котлы сделали, да? И теперь уже врываются еще и на Бельгию. В январе 40-го Нидерланды капитулируют, Бельгия тоже близко к этому. И, кстати, на секунду даже пустили на свои территории французов.
но потом зачем-то пошли в контратаку, притом на всей линии фронта, атаковать, серьезно, 10 уровень укрепов? Мощные, уверенные. Но это не проблема для них, смотри, по Дюнкеркам котел сделали и идут к Парижу. Прям, смотри, пустые территории, заходи не хочу, все, Париж захвачен. И в феврале 40-го Франция капитулирует. А за это время 184 тысячи, между прочим, немцы потеряли. Почти 100 тысяч в битве с Францией, 60 тысяч в битве с Польшей, а Альянс союзников потерял 630. По ресурсам, кстати, все нормально. Регион живет, никаких проблем нет. Авиация туда не долетает. Лишь только Бенилюкс немножечко тревожит. И все. Теперь немцам остается разобраться в Норвегии. И они сейчас занимаются активным, усилением. Но автаркию пока прям игнорируют. Кстати, благодаря большой ресурсной базе уже, смотрите, от торговли 18 фабрик. Даже 19. То есть сейчас именно бонусы от торговли хорошо пошли. И он что с помощью захваченной промышленности, что с помощью своей, может неплохо укрепиться. А вот это сейчас неожиданно, вы посмотрите. Немец в Иордании. Правда, что? Что он сделал? Он серьезно имел хороший плацдарм. То есть у него здесь высадка прошла, армия была, но он зачем-то отвел свои войска, эту дивизию вообще в котел впустил. И гениальность искусственного интеллекта, конечно, зашкаливает. Они могли бы вполне себе забрать Израиль. Да, немцы, контролирующие Иерусалим. Мы могли бы это сами увидеть, но искусственный интеллект в последний момент, к сожалению, спасовал. Правда, он сделал еще одну высадку. Посмотрите-ка, все-таки мы это увидим. Август 40-го, да, Иерусалим немецкий. Правда, они его опять отдали, и они как-то максимально странно сражаются. У них такая огромная армия, но они ей вообще не руководят. То есть они буквально не прижимают план просто атаки. Если что, я не мешаюсь тем, что я нахожусь и смотрю за ними. Я могу также переключиться за британцев. Ничего не поменяется, армия все так же стоит. Как будто бы не понимает, а что нам тут делать? А зачем мы вообще тут? И посмотрите сюда. Ух. А я не знаю, что с немцами. Почему вот это вот? Из-за чего? Просто 20 с лишним дивизий, аж 30, стоит и ничего не делает. Хотя шансы у них хорошие. Да, я понимаю, что у них немного, конечно, снабжения здесь прорывают, и это проблемно, но они могли бы атаковать и от местного снабжения вполне себе жить. Притом, кстати, смотрите, как интересно. До Александрии добралась армия Италии, но ее тут отбивают, берут в котел и все. А такие хорошие шансы были, но все-таки опять во второй раз нас с вами обломали. И немцы, хоть Иерусалим-то, конечно, и захватили, но как-то так, не уверенно. А учитывая, что у них сейчас стоит снабжение, эту армию рано или поздно просто закроют. О, у немцев снабжение стало лучше в этом регионе. И они пошли даже в атаку, смотрите-ка. Правда, почему-то малыми силами. Вот эта армия стоит почти без дела, но все-таки на север прорываются. И, может быть, сейчас начнут еще более активно продвигаться дальше. За это время они с Югославией разобрались. В Грецию активно сейчас входят. Ну и неужели... Да. Ну что, третий-то уж раз справятся? Смотри-ка. И идут все дальше. Сейчас бы ему тут еще порт захватить, чтобы снабжение было поприятнее. Я не могу так к Суэцкому каналу пробиться, смотрите-ка. Они реально уже на подступах. Тут одна дивизия, вот пробей сюда, Суэц будет твоим. Здесь вот эта армия в котле вся. А учитывая, что еще и фашистский Ирак сейчас им по-своему тут прикрыл снабжение, это ж они могут закрыть все вот эти дивизии 20 где-то британцев и прочих союзников. А, не смогут. У них опять недостаток снабжения, и Ишка ломается. Он просто перестает атаковать, как только немножко краснеет. О, вот. Опять поверили в что-то такое, а немец обломал. Притом он сюда очень много своих войск свел. 70 дивизий. Офигеть. Но при всем при этом, хоть армия такая огромная, а толку буквально никакого. Она просто здесь стоит, копится и ничего не делает. В какой-то степени это даже в минус Германии идет. Нет бы он помог ему тут, например, до конца добить. И подожди. Нет, это контратаки со стороны союзников, которые, между прочим, даже их выбивают. По 20 дивизий, между прочим. Ну тут еще снабжение, да, они еще снабжаются. И что-то как-то наступление Германии заглохло. Зато вот что у них хорошо, так это фабрики от торговли. 31, смотри, уже идет. 29 где-то. Благодаря этому экономика хорошо так приподнимается. О, все, вы посмотрите. Сколько здесь дивизий? 11 плюс еще... Офигеть, это все в котле. И это сейчас все закроется со временем. Ужас. Вот это, конечно, потерь сейчас будет у немецкой армии. У них и так уже 1 000 000.
Они почти 450 тысяч потеряли в битве с Соединенным Королевством. Подожди, я пропустил момент, но на дворе же только май начинается, 41-го. Они уже сражаются... извините, я даже не углядел это просто, но они уже начали битву. Но у них все неплохо, но... Будь вот эта армия уже 88 дивизий, не вот тут закрыта. Просто посмотрите, что сейчас здесь случится. Ужас. Офигеть. Вот это, конечно, красота. Все. Немцы уже потеряли 1 300 000. Но советов они прорывают. Хотя не так уверенно. Блицкриг такой очень медленный. Очень вялый. Несмотря на то, что есть промышленность, торговля приносит вообще 43. То есть у них очень много дополнительных фабрик. Но, видимо, вот это вот их сильно подбило. Не знаю, что за логика в этом была, но увидите, да? И сейчас вот с такими вынужденными атаками постепенно все это уничтожится. А вот если бы эта армия была на линии фронта, там, где, кстати, примерно половина, если не больше, атак красная и бессмысленная, то, может быть, было бы все побыстрее. Но это искусственный интеллект, что с него взять? В очередной раз с вами видим все. Потерю. 2 миллиона и 40 тысяч. 1 100 000 британцы нанесли потери немцам на июнь 41-го. А вы говорили, британцы активно не сражались. Вон еще 800 тысяч итальянцев. Чисто просто... сколько? Примерно, наверное, треть, да, нынешней армии немцев они съели. Считайте, что там было под 80 дивизий. Вот это, конечно, немцы повеселились. А самое приятное, посмотрите сюда. У них нет доп. Оснащения, у них нет танков, нет грузовиков, нет ПВО и ПТО. Не хватает танков, истребителей уже не хватает. Немцы, июль 41-го. Что с вами не так? У вас и были все ресурсы. Ну, кстати, они вроде даже котлами где-то действуют. Вот еще один котел. Ну, может быть, что-то и смогут, но посмотрите на финнов. Советы просто ультанули, сделали высадки под Хельсинки и все. Да, финнов нет. И более того, финны, кстати, не просто перемирие московское подписали, они стали вассалами Советского Союза. Воу! А Сталин-то ультанул. Вот это мощно. Ну что ж, посмотрим. Пока только июль 41-го. И еще непонятно, чего нам в скором времени ждать. У Советов 250 промышленность всего, у немцев 360, еще считайте всех союзников. Но Советы даже под управлением Ишки пока что держатся. А немцы, так вообще посмотрите, 46 сейчас было, да, вот 45 обратно. Фабрик от торговли, ну это ж вообще вкусно. Учитывайте, что у них всего-навсего фабрик 200, они получают 47 от торговли, это ж вообще классно. Живи не хочу, настраивайся. Делай больше военных заводов, увеличивай производство. И, кстати, делай автаркию. Но вопрос? Не. Они пока просто прокачивают максимальную эффективность производства, что тоже так-то неплохо. Ибо, скорее всего, здесь у них проблем пока что нет, да, с фабриками. Они захваченных территорий забирают фабрики и все нормализуют. Ну вы все, посмотрите сюда, минус 11 тысяч пехотки и активный штурм со стороны советской стороны. Притом, между прочим, Советы уверенно контратакуют. Шел декабрь 41-го. Все нормально, все хорошо. Какие там подступы к Москве? Какие там Ленинград? Вы о чем? Я не знаю, немцев то ли поломали, то ли еще что-то в этой обнове. Что с ними не так? Вот серьезно, что? У них хорошая, огромная промышленность, с которой даже не особо опытный игрок-то, справится, учитывая, что тут 52 фабрики вон были. А немцы уже как-то просели. У них вон, кстати, 74 завода на пехотку, 860 в день. Куда они столько тратят? Кажется, я знаю, куда. Да, они ставят военного губернатора. Ох. Хотя знаете, в чем прикол? Военный губернатор, да, дает ресурсы в провинции. Но главная проблема то, что он требует больше гарнизона. Да и урон гарнизону здесь наносится хороший, а значит и пехотка тоже тратится. В то время как поставь условную местную полицию, и ты сильно страдать не будешь. Да, чуть меньше людей от территории, но зато урона гарнизону меньше, что вообще приятно. Но немец действует через военных губернаторов, и, конечно, да. С пехоткой из-за этого у него то еще веселье. Правда, вот почему у него проблемы с другими видами войск, это, конечно, отдельный вопрос, ибо со снабжением у него все относительно неплохо было. Сейчас хуже стало, да, но его просто отбили с рубежей. А так у него везде снабжение было более-менее нормальное. Но, кстати, смотрите, пока я на него жаловался, он немного все-таки вроде как стабилизировал ситуацию, даже в контратаку пошел.
К Москве он вышел. Прям в шаге от Москвы, смотри-ка, на 1 марта 42-го. Но из-за недостатка снабжения, которое здесь есть, он двинуться дальше не может, потому что Тулу он не забрал, а Тула бы могла бы дать ему снабжение, чтобы пробиться дальше. Ну или на крайний случай вот сюда, вот через Ржев. А он тут сейчас просто в красной зоне, сильно так страдает. Кроме того, у него в тылу, смотри, в марте 42-го бразильские войска высадились в Нидерланды. Ух, все по истории прям. Чисто бразильские кони, смотрите, что творят. 2 дивизии бразильской кавалерии. Серьезно, ну это... это выглядит просто прекрасно. И самое прикольное, они еще так долго держались. Этих бразильских коней запомнят надолго. Ставьте в чат, ребятки. За то, как они здесь уверенно сажались. Ну а туда, британский рак, все перешел на сторону союзников, на Иран. Пошел попил от Советов и Альянса союзников. Ну и, кстати, а Советы что, тоже поломаны? Они просто штурмуют немцев, которые стоят спокойно в обороне. А нет, их откидывают все-таки. Хотя немцы, смотри-ка, в Ростов вошли. Продвигаются понемногу к Кавказу. Им, конечно, кавказская нефть не нужна так-то. Но они туда идут активно. Кстати... Центральный комитет планирования. Не, автаркию немец пока что брать не желает. Аккуратно так ее избегая. Правда, вот хоть он и прорвался сюда и сделал даже несколько котлов, но вы посмотрите сюда, его под Ригой отбили и откинули. Так что какие-то у нас уже качели. А при всем при этом ведь немец получает всю дополнительную промышленность. Он активно застраивает с военными заводами, строит новые дороги, между прочим. Но что-то как-то это его сильно не спасает. А особенно прикольно выглядит, конечно, вот это. Посмотрите, май 42-го. Ну знаешь, вот, ну отправь эту дивизию, отправь эту. А, не догадался, смотри-ка, в мае 42-го и немец их выиграл. Удивительно. Я уж думал не справиться, зайти в свободную провинцию. Вот это, кстати, для Советов очень неприятно. Он выходит к Астрахани, сейчас линия снабжения здесь у него будет. Ну, если он, конечно, догадается Астрахань забрать, но, думаю, догадается и закрывает их под Баку. Вот это может по-своему переломным моментом стать. Таким уверенным ударом все-таки. Но, с другой стороны, Советы пока... О, нет, Москву тоже взяли. Все-таки немец камбэкнул. В июне, именно летом 42-го он смог и Сталинград, и Москву забрать. Но Советы пока Ленинград удерживают, но ситуация, конечно, неприятная. 420 промышленность против 180, миллион рекрутов всего. Ух, Советам очень тяжело будет. Ну, если британцы, конечно, откроют активный второй фронт, хотя бы так, в принципе, да, уже неплохо, хоть что-то, Но тут 3 дивизии, 4-5, новые добавляются американские. Это может немного отвлечь немцев. Кстати, неплохо так Нидерланды высадили. Я как вижу, они укрепляют армию, да. Видите, высадка все-таки не во Франции, а в Бенилюксе. Ну, все армады, кстати, закрыли все-таки. Хоть здесь и немало дивизий, 12, здесь плюс тоже, наверное, где-то даже 20. То есть 30 с лишним дивизий демократов они сейчас закроют. Чисто просто массированным штурмом. Ну и получается летом 42-го. Прям это лето немецких побед. Вон Баку уже захватили. Батуми тоже сейчас заберут. Здесь уже выходят к Казани, а тут пытаются пробиться к Ленинграду. Что-то вообще случилось не то с советской обороной. Вы посмотрите, просто вообще отвел войска. Видимо, сдают Прибалтику. Скорее всего, они пытаются укрепить, да, основную линию фронта и отводят отсюда. Как раз удержать Ленинград. Но при всем при этом немец тоже, смотри, какой добренький. Стоит такой, не заходит. Свободные территории. Ему вот тут вдарить и здесь. И все, он закрыл эти дивизии, плюсом закрыл территорию Эстонии. Но нет. Пока немножко думает. Как же действовать дальше? И, кстати, да, выправляются ресурсы у немцев, ситуация у них налаживается, они по большей части атакуют сейчас только здесь, на территории Ирана как раз, который перешел под вассалитет британцев. Они вон даже тотальную войну ввели. Минус 2% военной обязанности населения, зато фабрик меньше и бонусы на скорость строительства. Я, конечно, понимаю, что по вам векселя бьют, но вы не хотели бы это? Ну, как бы так. Невзначай, немножечко так, автаркию сделать и разобраться с этой проблемой, нет. Просто, знаешь, Ишка прям по полной игнорирует эту возможность. Новая высадка от демократов на бельгийские территории. Но их тут зажимают потихонечку, снабжения при том им почему-то не хватает. Скорее всего, атаку они здесь развить не смогут. Немец же высадился под Хельсинки и пытается теперь Советов двигать на финских территориях. В то время как на основном фронте... просто стоит.
Видимо, из-за того, что большая часть линии соприкосновения без нормального снабжения даже не пытается атаковать. А в марте 43-го немцы до Ленинграда все-таки пробились. Начали двигать Советов дальше. У Советского Союза до капитуляции 13%, 6 миллионов потерь, жесть. Но и немцы, правда, 3,6 тоже потеряли. Кстати, знаете, что самое прикольное? Соединенное Королевство всего дополнительных 100 тысяч потерь за это время нанесло. То есть основной вклад Соединенного Королевства — это то, что они тогда армию уничтожили. А за это время почти ничего не сделали против немцев. Немцы тут скорее сами. Точнее, даже не немцы, а французы, венгры и прочее. Тут пытаются какую-то шизу творить. Атаковать буквально 2-3 дивизиями, притом с очень ужасным шаблоном. Хорошие войска демократов, стоящие еще и в горах. Гениально. О, и посмотрите сюда, серьезно. Все. Короче, в 43-м году мы, скорее всего, распрощаемся с Италией. И неужели, посмотрите-ка, в июле 43-го немец берет автаркию. Ух. Он уже сидит со 100% фабриками от экономики завоевания. И только сейчас, наконец-таки, выходит в автаркию. Ну что ж, ждем. Добавок к этому он уже добрался до Челябинска, в шаге от Свердловска. Италия пока вроде как сдерживает наступление. Притом чисто в одиночку. Немцы даже не пытаются помогать. И я на самом-то деле удивлен, почему... Сколько тут армий? 150 дивизий почти. Ну ладно, 150 это много, где-то 120-130. Американцев не могут продавить 89. Ну да, вон 130 на 80 итальянских. Это как так? Американцы, что с вашей армией не так? Итальянская армия это, ну, самое слабое, что только может быть. А они и то не могут их никак пробить. Да уж, конечно, свое веселье в Хойке порой так встречается, когда за всем этим добром наблюдаешь. Японцы, кстати, в 43-м году, смотри-ка, все здесь более-менее покорили. Даже в Бирмон пробиваются, финнов здесь капитулировали, немцы. Ну и как-то это так, японцы себя тоже хорошо здесь показали. Хотя японцев я вообще никак не усиливал. Вот мне интересно, если японцам реально все ресурсы дать, чего могут они достигнуть? Учитывая, что они-то как раз по стали страдают. И других ресурсов у них тоже маловато. Так, ну а тут у нас остается 4%. 200 дивизий, между прочим, до сих пор. И 4,3 миллиона потерь на 6,4. Но что-то как-то союзники не торопятся с расширением своего наступления, чтобы немцев отвлечь. Наоборот, в Италии они почему-то прям встряли. И выходит, что немцы смогли победить при таком раскладе 2020 на битве с Советами, сентябрь 43-го. Им буквально несколько обычных территорий, все, да. В ночь с 7 на 8 сентября 43-го года мирная конференция. Но они тут не мелочась, просто все забрали под себя. Они даже рейс-комиссариатам ничего не отдали. Оставили их просто чисто в одной провинции. Кстати, у них была возможность, если что, провозгласить новый порядок. Он у них до этого светился, но они... Что? Как? Ладно, это максимально странно, но теперь у нас тут появились дивизии... Ну как дивизии? Британские территории. Британцы в Киеве. Все прям по истории. Из-за высадки, что ли? Ну тоже как-то немножко странно. Британцы и здесь каким-то образом образовались. Магия, Хойке в деле. Но получается, теперь немецкая армия свободна. Он сразу же ее переправляет на Китай. Если что, они теперь, да, с Китаем сражаются. Помогают японцам с ним разобраться. Ну и на Иран также переходят. И вот на эти вот высадки. А также, видимо, на итальянские территории, где все-таки американцы смогли пойти в контратаку. И итальянскую армию потихоньку отодвигают. И подожди, тут тоже Польша появилась. Что? Каким образом? Я не знаю, просто, знаешь, территории резко такие, мы хотим под Британию, и все. И отдельно меня сейчас радует вот это, посмотрите. Сколько войск в Тунисе. И это все будет закрыто. Где-то 75 дивизий получается, да? Просто все. Подожди, а как они до сих пор держатся? Тунис как бы перешел на ту сторону, но нет, из-за одной дивизии. Какая-то магия только что случилась. Они еще и в контратаку попытались, но не вышло. Не-не-не-не, вы уже с красным снабжением здесь не пробьетесь. Кроме того, смотри-ка, высадка в Виши вполне себе успешная. Здесь они Чили пытаются Неаполь забрать, но не выходят.
И здесь, кстати, в Греции очень уверенно пошли в атаку. Вот на полгода бы раньше все бы это они сделали, и, возможно, немцам было бы намного сложнее добить Советов. Но, хотя, знаете, почему-то мне кажется, что даже сейчас, при таком раскладе, когда немец получает 91 фабрику от торговли, у демократов все равно по скриптам будут шансы его одолеть, потому что у немцев всего 1 миллион рекрутов. И это несмотря на то, что он себе взял все возможные призывы. Просто 16% военнообязанного населения. А все из-за того, что он почему-то не сделал рейс-комиссариаты, не освобождает здесь страны, но хотя бы с автаркией все хорошо. Вы посмотрите теперь на немецкое экономическое чудо. Это просто чисто бонусы на застройку в 25%. Больше производства, эффективности и никаких тебе дебафов на застройку. Вы посмотрите, сколько у него линий теперь в строительстве. Всего-навсего 10% фабрик уходят на гражданские нужды, и все. Ну уж с такой-то экономикой, если он не справится, это, конечно, будет весело. Так, в январе 44-го Турция вступилась на стороне союзников, но немцы были готовы к этому, особо ничего не потеряли, разве что в Болгарии слегка продавили, и все. И хотя больше меня все удивляет Иран, который до сих пор держится и не сдается под атаками стран оси. Выставка в Италии задержалась, из Виши их выгнали. И тут еще периодически вновь опять, кстати, Бразилия, смотри-ка, но уже, конечно, не кавалерией, а пехотой, успешно высаживается, правда, ненадолго. А по ресурсной базе, если что, то все стабильно, никаких проблем. До Бранденбурга никто не долетает, там защита полная. Наоборот, они пытаются пробивать британцев, но теряют они здесь очень много авиации. Хотя, что им бояться, огромная промышленность, полная безопасность своих территорий, могут и повеселиться так. Вот, открывается падающий орел. Италия капитулирует в апреле 44-го. И теперь немцам надо сражаться за юг. Летом 44-го решили полностью отдать территории Виши немцы. Теперь Франция единая. Кроме того, у немцев очень большая проблема с рекрутами. Они очень сильно тают. Вы посмотрите, уже 400 тысяч. Они вот тут прям... Я не знаю, зачем так штурмуют. Безуспешно, раз за разом пытаясь хоть что-то сделать. И в итоге теряют своих рекрутов. Призыв, конечно, они еще могут поднять и до 20, и это даже не так страшно для них, и, возможно, даже 25 дожать. Но с таким количеством тратов рекрутов это жестко. Хотя и союзники уже 14,5 миллионов потеряли. Ужас! Подождите секундочку, американцы 4. Да. Вот это реальная битва. И посмотрите просто на эти миллионные потери. Учитывая, что еще население в Хойке и расчет этих миллионов не соотносится с оригинальными, с нашими реальными миллионами, это вообще выходит весело. Все, рекруты немцев подошли к концу. 0. Серьезно, 0. Да, 83 фабрики от торговли, 0 рекрутов. Призыв сейчас будут, видимо, поднимать, копить, как-то делать. И меня, кстати, радует, что немцы идут в сухопутный крейсер. Возможно, мы это чудо техники увидим, и немцы свое ратте все-таки сделают и выведут на поле боя. Но правда, если у них раньше времени, окончательно не будет потери всех людских ресурсов. Ибо они продолжают биться, и просто на полях сражения количество войск тоже уменьшается. Немцы взяли наконец-таки 20% призыв, но знаете, что самое интересное? У них 690 промка, да? Учитывая, что они себя развили, вассалов более-менее, Советов полностью забрали, а теперь смотрите. Британцы 523 и американцы 558. Да, что-то как-то все равно. Промышленность Германии, не сказать, что прям успешно. А потери, между прочим, со стороны страны оси начинают активно расти. Уже 11 миллионов на 17. Посмотрите сейчас на великий успех страны оси. Вот это вот все в котле. Они только что отрезали часть армии демократов. Дивизия где-то 40, даже больше 50-60, наверное, с лишним. Здесь вот сейчас будет закрыто, и шанс того, что демократы выберутся, равен почти нулю. Все-таки ось пересилила. Правда, проблема в том, что высадка здесь уверенная тут. Тут они тоже неплохо прорвались, и есть шанс, что сейчас закроют здесь котел. Знаете, с таким переменным успехом. То там, какая-то из сторон умудряется добиться успеха. О, а как вам такой план атаки? Отсюда вот. Пройти через Турцию, вернуться обратно и зачем-то закружиться обратно в Батуми. Я физически даже не представляю, как они смогли это нарисовать, но мы видим эту красоту. Да, если что, немцы прорываются, взяли уже Анкару и нарисовали очень красивый план. Я уж молчу про план вот этой вот высадки из Албании. Да, проплыть все вот эти вот
территории и в Марселе высадиться. Логика, конечно, гениальная. А вот и камбэк. Немцы к концу августа 46-го смогли освободить Италию. На Балканах, конечно, до сих пор творится какой-то жесть. Турцию они тоже не смогли дожать. Но, по крайней мере, сдерживают эти высадки, которые есть. И ощущают себя неплохо. Промышленность уже по 900 единиц, рекруты копятся, но не обольщайтесь. Еще 1% и все. Будет лимит рекрутов. А потеря 24 миллиона на 28. И да, это выглядит, конечно, как отдельное веселье. Ибо всего 1800 промки на ось против почти 3000 у союзников. Даже так, имея вроде бы немалую часть территорий, ось банально проигрывает союзникам. Хотя вроде бы здесь тебе и основная Европа, и советские территории. Но вот видите, Северная Америка, британцы, немного южной и африканские территории дают намного больше промки. Кстати, Китай, он до сих пор жив и держится, хотя на дворе уже сентябрь 46-го. О да, мы с вами этого дождались. Конец февраля 47-го, у немцев опять 0 рекрутов на 20% призыве. Но мы можем заглянуть сюда и увидеть 29 миллионов почти против 32. Еще тут Китай с 8 и Япония, если я не ошибаюсь, до 12,2. 10 миллионов японцев. Мир этот больше не будет прежним. Но самое необычное во всем этом то, что у Штатов призыв только по 10, и при этом еще 4 с лишним миллионов. То есть они еще готовы сражаться очень долго. У британцев призыв, да, уже все взрослые проходят службу, но у них до сих пор есть 2,5 миллиона. А немцы уже почти все свое потеряли. А вот и последствия жизни без рекрутов. Потерян Иберийский регион, часть Франции. Кроме того, на Балканах ситуация не особо-то стабильная. Но рекруты появились, потому что призыв теперь по 25%. Правда, надо осознавать, что и этот лимит скоро иссякнет. Менее 4% еще вырастет, призывников будет, а больше потом неоткуда их брать. Германия почти все из себя выжила, и потери в 33 миллиона здесь, 38,5 миллионов тут, Китай в 10 миллионов и японский альянс в 15. Если просто по альянсам брать, то 48 на 48 идут прям ровно. Но людские ресурсы оси уже очень сильно уступают. И я, кстати, раньше не замечал, вы посмотрите, Блицкриг через Тихий океан и модификатор, идея на год, мирный Блицкриг. Вот это, конечно, юмор у разработчиков. Немцам дать модификатор мирный Блицкриг на год, дабы они победили американцев. Кстати, очень хорошие бонусы на вторжение, на высадочки. Но учитывая ситуацию в мире, да, немцам только о высадках и думать. Они все, теряют Францию, не могут отбить уже Грецию, немного их даже откинули в Италию, и потери продолжают расти. 55 на... 56 на 56. А самое печальное, что у немцев уже все. Близок лимит рекрутов. А больше им взять их неоткуда будет их. Ибо и так гарнизоны по нулям, они от своих марионеток набрали рекрутов. И разве что сидеть и копить призывников, но с такими битвами и с таким количеством потерь, шансов на это особых нет. Они потеряли уже Баку. А за это время, если что, Япония так и не смогла добить Китай, наоборот, потеряла часть территорий. И я, правда, удивлен, что американцы еще до сих пор не провели высадку и не скинули ядерку. Вот, теперь официальный 0 рекрутов у немцев. На октябрь 1948 года. А вдобавок к этому у них заканчиваются фокусы, и они теперь просто переходят на производство самолетов. Все, древо фокусов Германии завершено. Так что да, если вам было интересно до какого года, то до конца 48-го у немцев достаточно фокусов, чтобы развлекаться и веселиться в этом мире. Кстати, могло бы хватить даже чуть побольше, если бы пораньше он ушел, например, в судьбу Греции. И также, если бы смог выйти по ту сторону Атлантики, еще бы несколько фокусов, то есть до 49-го года вполне себе можно играть за Германию. Ну, если, конечно, не идти в ранний попил, а пытаться отыгрывать и искусственный интеллект, который, будем честны, не смог победить. Да, он еще какое-то время держится, по потерям вроде бы как и у союзников, и у немцев все ровно, но, смотрите, уже потери стран оси превышают потери союзников. Да, демократы начинают доминировать, и эта разница будет все больше и больше усугубляться по одной простой причине. От силы 2000 промышленности на уже 3150 где-то. Более того, большая потеря территорий, и даже если каким-то образом Германия может преодолеть потерю этих земель, то что она никогда не преодолеет, это отсутствие флота. 100 кораблей.
Всего-навсего. Притом это в основном эсминцы и подлодки, то есть не боеспособные корабли. По сравнению с тем, что есть, конечно же, у британцев, либо же у американцев. Которые, кстати, что? Стоп, что? Где американский флот? Неужели в этой реальности японцы потопили всю гордость американского флота? Ну ладно, возможно, благодаря японцам на воде-то все стабильно. И именно из-за этого Япония, скорее всего, еще до сих пор живет, потому что у Америки просто банально нет флота, чтобы их додавить. А вот такие вот странности произошли. И походу наша Германия окончательно поломалась. Вы посмотрите сюда, они просто ничего не строят, они преобразуют в один военный завод и все. То есть, серьезно, они даже не используют всю свою промышленную мощь. У них 510 фабрик, но в стройке 200-300 от силы, и все. Кроме того, меня радует вот это вот, бои за Берлин. Да. 28 декабря 1949 года британцы забрали Берлин. А армия Германии, если что, уже 3,5 миллиона, а не 5, как было ранее. Ну, как бы потери дают о себе знать. 67 миллионов на почти 69. А конфликт еще даже не близится к концу. Правда, ладно, потеря Берлина. Мне больше нравится, что Берлин под Аргентиной. И Аргентина в целом еще и Гамбург контролирует. А так, да, можете посмотреть, как Германия и другие страны оси, хоть и не так быстро, но теряют свои территории. Апрель 50-го года. Камбэка не будет. Германия, даже со всеми ресурсами, стартами и вроде бы с неплохой победой на Востоке, все равно в итоге проигрывает. Армия уже 3 миллиона 400 тысяч. Кстати, в авиации 500 тысяч почти. Вот это мощь. Но бои постепенно уже переходят в такую фазу, что демократы понемногу, но двигают. Ну а теперь позвольте вас еще раз порадовать тем, как сломана Германия. Во-первых, она потеряла теперь все ресурсы и ничего не производит. Да, Берлин же не ее, но это ладно. Стройка, он ее так и не настраивает. У него вообще используется всего несколько линий на дороге в Ржеве, в Москве и в Чите. Кроме того, меня радует его производство. Зачем-то 34 до сих пор завода на поезда, хотя у него их 4000. Огромное производство танков, всего остального, притом даже базовых легких ПТ-установок. Почему яишки не прописали изменения и обновления техники, вопрос, конечно, хороший. Но в итоге Германия все. По факту они без ресурсов, и теперь никакой победы они точно не достигнут. Они даже теперь не могут обслужить свои такие небольшие требования. И по-своему это уже выходит в финал. Дальше просто подождать, и Германия падет. Ну а Аргентина теперь становится имбой этой реальности, имея такое огромное количество ресурсов. Видите, по-своему немцы сбежали в Аргентину, передав все свои ресурсы именно. Долго, конечно, заняло прокрутка времени, но оно того стоило. Мы увидели, что немцы со старта стали сильнее, смогли победить советов и неплохо держались против демократов, но потом в итоге все-таки не смогли. Рекруты закончились, армия уменьшается, ну и, конечно, итоговые потери в 70 и 72, 142 миллиона рекрутов по рамкам, конечно, Хойки, это мощно. Именно такие потери в этой Второй мировой. И притом это еще не финальные, учитывая, что они очень долго по границам еще будут сражаться. Ну а я предлагаю данный эксперимент заканчивать. Все-таки основная его цель выполнена. Немец не смог, даже с ресурсами. Предлагайте в итоге свои идеи, как возможно еще усилить Германию, либо же другие страны по-интересному, чтобы за ними потом понаблюдать и понадеяться на какой-то необычный исход. Надолго не прощаюсь, до скорых встреч.